Огромный тигр приблизился к рейнджеру, Нико, которого жестоко привязали к дереву в самом сердце амазонских джунглей. Нико был связан и оставлен умирать браконьерами. Его тело ломило от боли, а надежда почти угасла. Грубая, потрепанная веревка глубоко врезалась ему в руки и грудь, удерживая неподвижно у шершавой коры. Каждая секунда казалась бесконечностью, а каждое дыхание — тяжелым подвигом. Пыльная тень листьев дрожала над его лицом, и солнечный свет скользил по его боли и выверенной усталости, будто металл, который не может больше выдержать давление окружающего мира. Огромный тигр остановился всего в нескольких шагах. Его янтарные глаза неотрывно следили за Нико. Воздух гудел от опасного, тревожного молчания. Красноватый отблеск отмытой от пота кожи Нико смешивался с зеленью и золотым светом, который проникал через листву. Нико с трудом пытался успокоить бешеное биение сердца, вглядываясь в устрашающую фигуру хищника, надеясь увидеть хоть намек на узнавание. Он думал о своих прошлых подвигах и о том, что когда-то сумел спасти раненую тигрицу и ее детеныша. Но сейчас перед лицом стоял не враг, а возможность спасения или трагической смерти. И тогда он заметил это. Потускневший, неровный шрам, тянущийся вдоль правого плеча тигра, след от старой, почти смертельной раны, которую Нико сам зашивал много месяцев назад. Тогда в своей лесной хижине он спас раненую тигрицу, принесшую ему больного детеныша. А сейчас перед ним стоял великолепный тигр, который с тех пор держался в тени, словно забытая память о тех событиях. Тигр переступил с лапы на лапу, перевел взгляд с лица Нико на толстые канаты, стягивавшие его туловище. Он опустил массивную голову, темные полосы скользнули по влажной земле. Из его груди раздалось глухое рычание. Звук, который Нико узнал, это была не агрессия, а что-то близкое к признанию. Возможно, это был ответ на долгий вопрос, который тигр сам себе задавал в тишине джунглей. Тигр осторожно вытянул морду, коснулся веревки, затем отступил, будто оценивая сложность узлов. Это было как маленькое тестирование доверия между двумя существами, разделенными обстоятельствами и временем. Нико попытался заговорить. Из горла вырвался хрип. Слабый, обезвоженный, надтреснутый. «Это я, Нико», — прошептал он. «Помнишь меня?» Тигр слегка взмахнул ухом. Едва уловимый жест, словно сигнал, что он слышит. Это был момент тонкой паузы, за которой могла скрываться как агрессия, так и возможность дружбы. А потом тигр начал действовать, с точностью противоречащей его размерам. Он использовал передние лапы, чтобы тянуть толстые пряди каната, аккуратно избегая соприкосновения с кожей Нико. Работа шла медленно. Канаты были туго затянуты. Нико ощущал прилив адреналина вперемешку с глубокой тревогой. Если тигр ошибется, один укус мог привести к страшной травме. Но хищник действовал точно, сосредоточенно, почти как хирург. Его предыдущий опыт с человеческой заботой, похоже, перевелся в непоколебимое доверие. Доверие, с которым он теперь действовал. Он знал, что риск велик, и все же решился на этот риск ради жизни человека, который однажды подарил ему шанс на спасение. Тишина джунглей становилась все более напряженной, и каждый шорох, каждый шепот ветра несли в себе смысл, который мог повлиять на исход событий. И тут тишину джунглей разорвал резкий, пронзительный вой. Вдалеке между густыми зарослями и деревьями показалась одичавшая стая волков, не местные хищники, а искусственно выпущенные браконьерами, как экзотическая охотничья добыча. Их тела были напряжены, глаза горели яростью. Они учуяли запах неподвижного человека и сосредоточенного тигра. Это был новый страх, новая угроза, которая заставила сердце Нико ускоренно колотиться. Тигр замер.
Он поднял голову, мгновенно переключившись с веревок на приближающуюся опасность. Главная волчица, крупная, со шрамом на морде, первой бросилась вперед, ведя остальных. Перед тигром стал отчаянный выбор – продолжать спасение или защитить их обоих. Стая приближалась стремительно, словно волны ярости и голода, накатывающие на берег ранящего спокойствия мира. Противостояние между одиноким тигром и агрессивной стаей волков обострилось в считанные секунды. Тигр сделал выбор. Он шагнул между Нико и стаей. Встал перед ним, как страж. Раздался оглушительный рев, потрясший землю под ногами. Это был не рык ярости, а чистый, угрожающий вызов. Волки на мгновение отшатнулись, напуганные масштабом и силой зверя. Но их голод и вид ослабленного человека победили страх. Они начали действовать к этому тактически, обходя тигра со сторон, используя численность. Схватка вспыхнула внезапно. Всплеск пыли, рычаг кычания, царапины прыжков. Тигр бросится вперед, ударив одного волка в воздухе, отбросив его назад. Ему приходилось держать линию обороны и одновременно пытаться защитить Нико. Его массивное тело вращалось с ловкостью. Он удерживал остальных на расстоянии. Каждый удар смертоносный. Каждый прыжок в защиту не только себя, но и Нико. Нико наблюдал, беспомощный. Сердце колотилось в ушах. Он чувствовал вину. Он лежал связанным, пока его спаситель рисковал жизнью ради него. Это ощущение было похоже на холодный холод, когда на кожу ложится мороз. В конце концов тигр прогнал волков обратно в чащу, но на его боку теперь была свежая кровоточащая рана. Он вернулся к Нико, тяжело дыша. Затем вновь склонил голову к веревкам. Он зарычал, не угрожающе, а со смыслом. Его взгляд метался между лицом Нико и узлами. Это был вопрос. Мольба. «Помоги мне помочь тебе». Нико, измотанный, но решившийся, начал царапать пальцами место, где веревка была чуть слабее. Он стирал ее, царапался об кору, поранил кожу, но не останавливался. Тигр наблюдал. Напряженно, внимательно. Когда Нико кивнул в сторону ослабленного участка, а затем указал взглядом на тигра, тот понял. Вновь опустил голову, глубоко вдохнул и сделал мощный быстрый укус. Веревка лопнула. Нико упал на бок, тело ударилось о землю. Он был свободен, но дезориентирован. Поднявшись, он инстинктивно отскочил от тигра, хотя тот не сделал ни единого движения враждебности. Но опасность еще не миновала. Из-за деревьев показалась группа тигров, самка и подрастающие молодые особи. Привлеченные шумом баш, они не знали предыстории. Они увидели лишь человека на земле, одинокого и уязвимого. И в тот момент Нико снова стал добычей. Тигр-защитник тут же встал перед ним, издал рык не нападения, а предупреждения. Он утверждал: «Этот человек мой». Новоприбывшие замерли, сбитые с толку его поведением. Нико, воспользовавшись моментом, отполз за ствол дерева. Его спаситель стоял как страж. И только когда другие тигры наконец отступили обратно в лес, он обернулся. Опасность прошла. Тигр подошел ближе. Массивная грудь поднималась и опускалась. Не было угрозы, не было ожидания. Только взгляд, глубокий, полный смысла. Нико протянул израненную руку. Тигр опустил голову, позволив осторожно почесать себя. Там, где был шрам от той первой встречи. Это был мгновенный, бессловесный акт доверия. Потом тигр тихо фыркнул, а затем медленно с достоинством ушел в чащу джунглей, оставив Нико в безопасности. Это была не просто встреча. Это был урок. Добро, оказанное без ожидания благодарности, не забывается. Нико позже помог поймать тех самых браконьеров. Но его настоящая награда — не правосудие, а подтверждение всей его жизни.
Связь между человеком и природой возможна. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.